Допустим, строительный отдел отвечает за то, чтобы при передаче не было никаких недоработок. Если они есть, то их бюджет это оплачивает, правильно? Отдел, который управляет квартирами, у них отдельный бюджет, они зарабатывают с того, что они каждый год или там с определенной поочередностью или с определенным промежутком времени повышает аренду в течение 10 лет, и с этих денег сформирует достаточно крепкий, стабильный бюджет, или с этого бюджета в будущем чинят и покрывают все затраты, если в квартирах что-то случается. Вот как все-таки эти отделы, которые, в принципе, достаточно из этого четко проверяют при переходе, как они хорошо вместе функционируют, как вам удалось это все под одной крышей создать? Ну, смотрите, в первую очередь, это у нас в компании, так надо сказать, 5 оперативных компаний. Первая компания — это ДФК Инвест, это консалтинг-компания, которая консультирует людей на формы капиталовложения. И вот эти ребята, они и девушки, они и клиентов как бы так находят, привлекают. Потом есть компания, это ДФК Finance. ДФК Finance заботится о том, чтобы клиенты получали финансирование. Это, скажем, со стороны клиента. Производственная часть продукта — это ДФК Construction, там много отделов всяких разных. Если так в деталях разобраться, мы там 12-15 разных отделов имеем, где происходит как поиск участков, участки потом перепланировываются или с региональными там службами договариваемся о планах застройки. Это вот, например, в Дампе, в Шлезвиге, в Гифорне. Мы вообще просто покупали поля простые, где там ничего не было. И 2-3 года развивали вообще, скажем, концепцию застройки вообще микрорайона. Для этого надо определенные процессы проходить в политике и так далее, с местными властями договариваться. Потом, когда с местными властями договорились обо всем, по-немецки это говорится, это называется Bebauungsplан, план застройки, когда сделали, то потом мы планируем жилье под наши потребности. Дело в том, что часто застройщики планируют так. В Германии, во-первых, есть много предписаний. Одно из предписаний — это количество парковочных мест на квартиру. В Гамбурге, слава богу, этих условий нету, а в небольших городах эти все условия есть, до 2 парковочных мест на квартиру. И вот у вас возникает сложность. С одной стороны, вы можете построить вроде бы много квартир, но для этих много квартир надо много и парковочных мест. И вот надо вот такой вот баланс создать между размером квартиры и по количеством порядка парковочных мест. На примере. Вот, например, вам разрешено построить 5000 квадратных метров жилплощади на этом участке. Теперь вы говорите, легко продаются маленькие квартирки, я построю 100 квартир по 50 квадратов. Вам надо, а вот как в Пайне город говорит, на каждую квартиру надо 1,5 парковочных места. То значит, на 50 квартир надо 75 парковочных мест. Это значит большие затраты. Как в Пайне, например, у нас подземный этаж, двухъярусный подземный этаж, который безумно много денег стоит. Что делают другие застройщики, как правило? Они, чтобы увеличивать свою доходную часть, они просто строят пентхаус-wohnungen, так называемые, верхние квартиры, по 150, по 140 квадратных метров, и никому они не нужны. Потому что, скажем, может быть, в Гамбурге такие квартиры пользуются большим спросом, но где-нибудь в небольших городах продать квартиру за 500-600 тысяч сверху — это гораздо сложнее, чем, скажем, продать 3-4 квартирки маленькие. А почему они это делают? Потому что они не могут, у них парковочных мест ограниченное количество, и поэтому они строят большие квартиры, которые никому не нужны, которые нерентабельные, и потом пытаются их как-то через пень-колоду продать. Вот. Мы это понимая, знаем, что у нас, как это все будет потом. Потому что мы, как правило, компания, которая это и продает, и у нас служба сбыта, она больше диктует, что будет строиться. Не компания, не строительная компания что-то строит, и потом служба сбыта говорит, а продавайте там, как-нибудь продадите. Никаким образом. Когда у нас планируется дом, у нас смотрит на планировку компания DFK Home, это наша управляющая компания, будущий арендатор.
Он смотрит как планировку и говорит, вот эти квартиры мы не будем у вас брать в аренду, потому что вы там что-то настроите, а мы потом должны искать арендаторов, да, скажем, кухня без окна и без ничего, ну, такое, скажем, немножко сложнее, да, или там. Вот. И таким образом происходит, конечно, сильное согласование вообще проекта, чтобы все были довольны, и строители, и арендаторы, и продавцы. И вот на базе этого у нас уже выстроились концепты, где мы видим, какие квартиры хорошо продаются, потому что в конце концов, на что мы смотрим? Что мы можем хорошо, быстро, рентабельно сдать в аренду. Вот это наш конечный клиент во всем этом концепте, и ваш, дорогие клиенты, как покупатели, это арендатор. Ему должна квартира нравиться. Он должен быть, это наш рынок. Наш рынок — это арендатор. И вот этот рынок, понимая хорошо этот рынок этого арендатора, мы под него даем продукт, который он с удовольствием захочет у нас арендовать. Вот над этим мы всем и работаем. В основе всего это стоит. Супер. А почему столько разных отделов? Во-первых, две причины. С одной стороны, если это все в одной компании, то экономится НДС. Если у меня, например, проектная компания нанимает строительную компанию свою, то между ними НДСа нету. Вот. Если же я нанимаю какого-то субподрядчика, то у него идет с НДСом. А потому что у нас концерн, и все принадлежит, все в одних руках, и поэтому взаиморасчеты между компаниями без НДСа. А только на затраты на людей это уже 19%. Если это половина от общей стоимости, то это вот вам 10% экономии. На материале, конечно, мы не экономим, материал нам также надо покупать с НДСом. Вот. Но как на персонал, на затраты по персоналу и на маржу мы НДС не платим. И это уже дает нам возможность минимум 15% дешевле производить продукт, чем те фирмы, которые работают по классической системе. А смотрите, если я строю квартиру, жилье стоит 3500 построить, плюс 15% НДС, то это уже 4000 построить. Мы же, экономия на НДСе, можем себе позволить какие-то другие вещи. Например, если наши клиенты покупают квартиру, у нас нет риэлторских затрат. Там 6% или сколько-то. Наши клиенты это не платят. Наши клиенты не платят, у них нету потерь. Кажется, когда они первый год сдают в аренду, вот квартиру, если вы возьмете ее, сдадите, пока вы ее сдаете, у нас, как правило, полгода, 7 месяцев, 8 месяцев будет простой, потому что это надо, время, чтобы найти этих клиентов. Может быть, одну квартиру нет, но когда у вас 20, 30, 50 квартир, в среднем объект почти год стоит, пока он полностью весь сдастся. Это где-то мы считаем, 8-9 месяцев стоит каждая квартира в среднем пустая, пока она сдастся. Это целая годовая аренда почти. Это фактически тоже 5% от стоимости квартиры. 1-2 раза у вас съехал человек в течение 10 лет. Это тоже простой 2-3 месяца. Плюс надо нанять риэлтора, который вам найдет этого арендатора. Это тоже минимум 2 аренды ежемесячные надо заплатить. И когда а потом еще надо где-то там красочку купить, то подкрасить, то подмазать, и там, потому что что-то поцарапано. И бах-бах-бах собралось на то, что у вас 2 раза поменялся арендатор, вы 1500 потеряли. А это вся годовая аренда. И вы понимаете, когда вот это вот все сложится, получается для клиента не так, что все это рентабельно, если он сам будет делать. А мы вот за счет оптимизации своих затрат, плюс, конечно, мы очень большая компания, у нас и закупочные цены на материалы, на все совершенно другие. Таким образом, мы вот, используя эффект синергии, да, получаем в конце концов, скажем, хороший продукт, который по цене, скажем, абсолютно адекватный и учитывает тот сервис или сервис сегодня везде можно получить, ту безопасность, да, ту финансовую безопасность, которую мы клиенту предоставляем, это много значит. Я хочу еще одну вещь добавить коротко. Вот вы можете эти риски застраховать в Германии. Вот чтобы застраховать так называемый Mietausfall, это не оплата. Это не простой, а вот именно просто ваш арендатор не может вам платить. Вот это даже стоит в одной из самых дешевых компаний VHV, возьмем 6% от аренды. 6% от аренды – это только риск, что сданная квартира не будет вам приносить аренду, потому что разные ситуации будут. И вот если вы потом еще посмотрите, что ее, может, отремонтировать надо, и что может быть простой плюс риэлторы, этот риск стоит минимум 10% от аренды, вот если просто так посчитать, который вы в концепте ДФК не несете, то несем мы.
А он на самом деле есть. Поверьте, эти 10% неустойки у нас есть. Я на самом деле могу, вот как 20 лет у меня этот концепт есть, я знаю, сколько миллионов я неустойку за это плачу, потому что на самом деле эти риски существуют, и они на самом деле и не только риски, это затраты, это реальные затраты.